Ульяновск на правом и на левом берегу Волги некоторые жители считают практически разными городами. И не только потому, что правая часть – это старая архитектура и памятники, а левая – новостройки. Дело в том, что именно здесь, в чистом поле, всего за 10 лет во времена СССР был построен крупнейший в Европе авиакомплекс, который и дал основной толчок к появлению на левом берегу нового города – авиаторов на 140 тысяч жителей. В эфире наша рубрика «Большая страна. История». Советское правительство. Сначала было поле. И простая детская мечта. И никто не мог предположить, что именно здесь, спустя 10 лет, развернется гигантская стройка. Будет построен современный авиакомплекс, и именно здесь соберут самый большой в мире самолет. И построят новый город на 140 тысяч жителей. Город авиаторов. Новый город. Район в городе Ульяновск на левом берегу реки Волга. Дата постройки 1985 год. Население 140 тысяч жителей. Новый город был построен одновременно с Ульяновским авиационным производственным комплексом для молодых специалистов и работников предприятия. Строительство авиационного завода и нового города – это одна из последних гигантских строек Советского Союза. Летом в 1974 году совершенно неожиданно для ульяновского областного руководства прилетает министр авиационной промышленности Петр Васильевич Дементьев. Именно на этой встрече с руководством области министр впервые озвучил идею строительства крупнейшего авиакомплекса. Город создавался не просто так. Город создавался для того, чтобы здесь создать Ульяновский авиационный промышленный комплекс. Комплексный проект предприятия будущего. Он включал в себя несколько предприятий, венцом которого был самолетостроительное объединение. Это и был и политический вопрос, это был и технический вопрос, и вопрос, будем говорить, будущего. В то время по решению высших органов власти такие виды производств должны были размещаться за Уралом. И лишь в исключительных случаях в европейской части страны. Такое исключение было сделано для Ульяновска, и уже к концу 1974 года вышло постановление правительства о подготовке проекта. И уже через год началось строительство баз стройиндустрии. Здесь с нуля были построены бетонорастворный завод, комбинат панельного домостроения, строительные тресты и предприятия, осуществлявшие масштабную стройку. Проект нового города появился в 1979 году, а в 1981 году появились первые дома. Стройка начиналась вот с этих двух домов. Блочных домов, называются они БНЧ, вот один дом, вот второй дом. Это на первом этапе, потому что нам нужно было жилье. Значит, вот они в качестве малосемейек и послужили на очень короткое время для обеспечения жильем небольшого количества людей. Такие дома в новом городе больше не строили, пятиэтажные дома, а строили 75-й серии, девятиэтажные дома, улучшенные планировки. Особенность строительства нового города заключалась в следующем. Впервые за историю СССР было принято решение отказаться от возведения временного жилья и бараков. И поставлена сверхзадача – построить авиакомплекс, новый город и одновременно выпустить абсолютно новый самолет. Если вдуматься, даже сейчас это звучит невозможным. Но задача была поставлена и принята к исполнению. Новый город проектировал Московский институт ЦНИЭП-жилища, которому было поручено спроектировать современный красивый город – город будущего. Главным архитектором был Ким Олег Александрович, а архитектором микрорайонов – Либерман Лев Борисович. Проект был разбит на две очереди. Первая – комплексная застройка жилого массива со всей необходимой инфраструктурой для скорейшего решения жилищного вопроса заводчан.
Вторая – строительство культурных, спортивных и административных объектов, а также строительство культурного центра города, скверов, парковой зоны и благоустройство набережной реки Волга. Конечно же, молодые люди, им нужен и дом культуры, им нужен и стадион, нужно еще чего-то большее. Но в первой очереди вот этого не было предусмотрено. Было видно, что вначале обеспечить надо каким-то образом работников авиакомплекса жильем, а потом уже на основании этой базы дальше развивать вторую очередь, где будет все. Одним из инициаторов проекта строительства авиакомплекса был главнокомандующий вооруженных сил маршал Советского Союза Устинов Дмитрий Федорович, который лично контролировал строительство и 3 раза приезжал в Ульяновск. В свой последний визит в 1984 году, осмотрев объекты авиакомплекса, он проезжал мимо городской застройки нового города и попросил остановить автомобиль. Всмотревшись в силуэт города, где просматривались панельные 9-этажные дома одного роста, он сердито произнес: «Вы что, казармы здесь строите? Это же не военный городок!» Присутствующие руководители, включая директора проектного института Рубаненко Бориса Рафаиловича, по очереди пытались объяснить, что это только начальная стадия застройки. Следовательно, до городской выразительности еще далеко. Но маршал их уже не слушал. И чтобы смягчить ситуацию, Устинова привезли в экспериментальный детский садик с бассейном. Детский веселый смех и забавные игры детей покорили сурового маршала. А затем он увидел, что именно за высокими фасадами жилых домов скрыта вся комплексная инфраструктура со школами, детскими садами, скверами и аллеями. Теперь ему стала понятна задумка архитекторов. Посмотрите, какие масштабы стройки, какой прекрасный город выстраивался. Действительно, город поражал своими масштабами, просторными проспектами, значит, зелеными массивами, доступностью и торговых, и культурных учреждений. Нам не хватало той культурной части, которая в старом городе. Это была всесоюзная стройка, и будущие жители нового города приезжали из всех уголков нашей большой страны. Несмотря на то, что каждый год сдавалось в среднем по 500 тысяч квадратных метров жилья, первоначально начали застраивать жилой район верхней террасы. Людям давали сначала малосемейки, полноценные квартиры, в которых жило по 2-3 семьи, с последующим получением квартир уже в новом городе. И в 1982 году в новом городе появились первые новоселы и родились первые дети. И устроился я 18 октября 1979 года. Приехал я сюда из Подмосковья. И тогда уже распределяли малосемейки, и нас поселили на улицу Оренбургской, дом 42. 4-комнатная квартира. В этой 4-комнатной квартире нас проживало 4 семьи. И жили мы так где-то порядка около 2-2,5 года. Потом потихонечку мы стали расселяться. Одних ребятишек у нас было человек 5. И буквально по истечении 5,5 лет мы получили прекрасную 3-комнатную благоустроенную квартиру со всеми удобствами. В ситуационном плане новый город представляет из себя большой земельный квадрат. При детальном проектировании в этом квадрате планировалось разместить целый комплекс сооружений с административно-хозяйственными функциями. Архитектурный объем зданий строгий, высотного членения. Поэтому в каждом квартале находилась школа, детский сад и магазин. Проспекты проектировались очень широкими. И именно поэтому до сих пор в новом городе не бывает автомобильных пробок. Что касается второй очереди строительства, главным сооружением и доминантой должно было стать 23-этажное здание с пристроями. С этим зданием в одном стиле должны были соседствовать драмтеатр, дом культуры и жилые дома повышенной этажности. Все здания должны были располагаться по периметру квадрата. Перед административным зданием должен был располагаться зеленый сквер с малыми архитектурными формами, а также комплекс фонтанов в гранитном оформлении. Далее эспланада аллея переходила в большую площадь для праздничных и общественных мероприятий. Прибрежная часть оформлялась парковой зоной и спуском на городской пляж. Волжский берег должен быть обрамлен гранитной набережной. Но изюминкой всего этого проекта должны были стать намывные островки на акватории самой реки, соединенные друг с другом мостами.
многие бредили о том, что когда это случится, мы бы на берегу реки Волги мы увидели бы такие сооружения, которые ни в городе Ульяновске, ни в других городах, наверное, не имеют места. Тогда будет действительно новый город отвечать всем требованиям человека, который проживает в нем. К сожалению, вторую очередь запустить было не суждено. Пришли 90-е. По сути, всей реализации проекта не хватило чуть-чуть советского времени. Но вернемся к самому главному, ради чего строился авиакомплекс и новый город. Это уникальный грузовой самолет Ан-124 «Руслан», разработанный в КБ Антонова. На Ульяновском заводе намечен был серийный выпуск таких лайнеров, которые по настоящее время являются самыми грузоподъемными и уникальными самолетами в мире. Работа по его производству шла также одновременно со строительством авиакомплекса. На Ташкентском, Саратовском и других заводах СССР конструировались крылья, агрегаты и авионика к будущему лайнеру. В только что отстроенных цехах Ульяновского авиакомплекса также велась кропотливая работа в 3 смены. В 1985 году было закончено строительство завода. Практически закончено строительство первой очереди нового города. И в голубое небо над городом взмыл первый красавец-самолет Ан-124 «Руслан», который успешно прошел все летные испытания и стал на серийное производство. Выпустить такой самолет, это было для всех заводчан огромнейший праздник. Это собрались и все. И когда самолет взлетел, и все цеха вышли, весь народ вышел на улицу, и он пролетел над заводом, восторга не было предела. Потому что такой самолет за такой короткий срок, это просто было, ну так сейчас даже, как кажется, и нереально. Новый город продолжал строиться до наступления 90-х. Далее для Новой России настали сложные времена. И, к величайшему сожалению, вторая очередь строительства нового города не воплотилась в жизнь. По сути, новый город лишился своего центра – Дворца культуры и театра, нескольких стадионов, а также гранитной набережной с искусственными островками на акватории Волги. Лишь только в начале 2010 года пустующие территории второй очереди стали осваивать коммерческие застройщики. В основном под торговые центры, коммерческую недвижимость и плотную жилищную застройку. Жалко одно, что замечательный генплан нового города, за который проектный институт получил Ленинскую премию, в наши дни оказался невостребованным и, к сожалению, никогда уже не воплотится в жизнь. Но, тем не менее, новый город живет. Он по-прежнему смотрится современно и выразительно. С каждым годом постепенно растет и по-своему развивается. Строятся новые кварталы, и на карте города появляются новые дома. Авиакомплекс до сих пор считается крупнейшим в Европе и продолжает выпускать современные самолеты. Жители с уверенностью смотрят в будущее и гордятся своей молодой, но очень им дорогой историей. Историей небольшого города авиаторов на берегу Волги, но такой весомой и значимой в масштабах большой страны.